Дорогие мои рукодельницы, рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Василя, и сегодня свяжем стильную и удобную повязку на голову крючком. Вяжется она быстро и легко. Связать можно будет на любой размер. Вот я связала детскую повязку. Это на размер 58. Для начала нам необходимо будет провязать резинку на обхват вашей головы, а затем уже по кругу вяжем данный узор. Для вязания нам понадобятся маркеры, можно использовать любые. Крючок номер 4. Пряжу я использовала Alize Superlana Classic. Вы можете использовать другую пряжу. Здесь у нас 25% шерсти, 75% акрил. В 100 граммах 280 метров. Цвет данной пряжи 463. Приблизительно на взрослую повязку ушло около 40 грамм, чуть меньше полмотка. Сейчас я скажу размеры повязки. По резинке здесь у нас приблизительно 25 сантиметров, и высоту повязка получилась 12 сантиметров. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Для начала мы провяжем резинку. Нити я обычно вытягиваю с центром мотка, так вязать намного удобнее. Делаем петлю, провязываем. Это у меня первая воздушная петля. Нам необходимо набрать всего 11 воздушных петель. Итак, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. 11 воздушных петель. Вводим крючок во вторую петлю от крючка, первая во вторую, и провязываем столбик без накида. Данную крайнюю петлю можно отметить маркером, чтобы не терять крайние петли. Вводим в следующую, также столбик без накида. Всего должно получиться 10 столбиков. Провязываю последний 10-й столбик. Тянем за кончик нити и затягиваем. В ряду будет всегда по 10 столбиков. Можно пересчитать по вот этим косичкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В конце всегда делаем одну воздушную петлю. Перевернули, и все последующие ряды вяжем, захватывая только заднюю стенку петли. И начинаем провязывать всегда со второй петли от крючка. Первая со второй захватываем заднюю стенку, вытянули, провязываем столбик без накида. Также крайнюю петлю можете отмечать маркером. Заводим за заднюю стенку. Провязали. Следующую. Довязываем ряд до конца. Также будет 10 столбиков без накида. Провязываем последний 10-й столбик, вот где у нас установлен маркер. И здесь мы захватываем обе стенки петли. Крючок заводим под обе стенки. И провязываем также столбик без накида. Снова делаем одну воздушную петлю, перевернули со второй петли от крючка, 1, 2, за заднюю стенку петли, провязываем точно так же столбики без накида. Провязываем последний столбик, также захватываем обе стенки петли. Провязали, воздушная петля, перевернули, и ряды у нас повторяются. Таким образом вяжем необходимую длину резинки. В ряду всегда по 10 столбиков. Не забываем в конце всегда делать одну воздушную петлю
И все столбики вяжем, захватывая заднюю стенку петли. Вот я провязала резинку. В длину она получилась 49 сантиметров. В растянутом виде она должна равняться обхвату вашей головы. Складываем пополам вот таким образом. Здесь у нас идет начальный ряд. Вот у меня последний, петелька. Здесь у нас идут вот такие вот косички. Здесь будем захватывать только заднюю стенку петли. А с этой стороны крючок вводим под каждую петельку. Заводим самую крайнюю. Вытягиваем петлю. С этой стороны заводим в следующую. Находим здесь первая петля. Во вторую вводим, так как мы первую уже провязали здесь. Вводим во вторую за заднюю стенку и провязываем соединительный столбик. Далее в следующую, также за заднюю стенку. В конце последнюю провязываем, захватывая обе стенки петли. Все, вот таким образом мы сделали соединение. Где у нас идет шов, это изнаночная сторона. Теперь переворачиваем. Это будет лицевая сторона. Здесь у нас шва не видно. Делаем одну воздушную петлю. И теперь будем провязывать первый ряд. Здесь мы провязываем только столбики без накида в каждую петлю. Вот идет ряд у нас. Здесь мы провязываем столбик без накида. Крайнюю петлю можете также отметить маркером. Далее идет такой вогнутый ряд. Здесь также провязываем столбик без накида. Далее идет вон выпуклый. Получается, вот в каждый ряд мы провязываем по столбику без накида. Число столбиков должно быть четным, поэтому если в конце вы довязали, у вас получилось нечетное количество, в конце можно будет провязать 2 столбика в одну петлю. Провязываем до конца. Я провязала первый ряд, у вас должно быть четное количество столбиков. Если у вас нечетное, то в последнюю петлю можете провязать еще один столбик. Итак, делаем соединение. Заводим крючок под петлю, вытянули и провязываем. Во втором ряду провязываем полустолбик с накидом и 1 воздушная петля. Делаем накид, вводим в эту же петлю, где мы делали соединение. Провязываем полустолбик с накидом, крайнюю петлю отмечаем. Далее 1 воздушная петля, 1 пропустили, в следующую снова полустолбик с накидом. Воздушная петля, пропустили. Второй ряд закончился воздушной петлей. Делаем соединение. Заводим под петлю. Провязали. Далее в третьем ряду провязываем столбики без накида в каждую петлю. Делаем 1 воздушную петлю. Сюда же завели крючок. Провязываем столбик без накида. Отмечаем маркером крайнюю петлю.
Далее вот сюда вот в арочку провязываем столбик без накида. Далее над столбиком вводим сюда под петлю крючок, провязываем также столбик без накида. Далее снова в арку, над столбиком, делаем соединение третьего ряда. Далее провязываем четвертый ряд. Мы вяжем также полустолбики с накидом и 1 воздушная петля. Для этого здесь мы вводим крючок сразу в эту же петлю, делаем накид, в эту же петлю ввели крючок, провязываем полустолбик с накидом. Далее 1 воздушная петля, 1 пропустили, в следующую полустолбик с накидом. Воздушная петля, пропустили. Таким образом довязываем четвертый ряд. Еще раз покажу, как сделать соединение и как провязать пятый ряд. Четвертый ряд заканчивается воздушной петлей. Делаем также соединение. Далее в пятом ряду провязываем в каждую петлю по столбику без накида. Делаем 1 воздушную петлю. Сюда же провязываем столбик без накида. Отмечаем. Далее провязываем в арку. Над столбиком. Провязываем пятый ряд до конца, столбики без накида. Далее следующий шестой ряд вяжется полустолбики с накидом, 1 воздушная петля. И так далее, чередуя ряды, провязываем далее самостоятельно. Я провязала всего 11 рядов. Далее оставляем нить приблизительно сантиметров 70 для того, чтобы сделать вот такую вот сборку. Как провязали последний ряд? Последний ряд у меня столбики без накида. Сделали соединение и нить полностью вытягиваем. Далее продеваем нить в иглу с большим ушком. Если нет иглы, то можно будет нить протянуть просто крючком. Далее завожу иглу с обратной стороны. Я ее вывожу над первым рядом. Вот он, первый ряд сверху. Вывожу, затягиваем и вот таким образом собираем. Вот такие у нас получились чудесные повязочки. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.